Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Идомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре шведская ПТ-САУ 9-го левела, проходная прокачиваемая ветка с ТРВ 103.0. Да, вот это с пневмоподвеской, которая. Соответственно, сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой тачке. И начнем мы, конечно же, его с бронирования. Погнали. Итак, господа, коллижен модель нашей с ТРВ, конечно, смешная коллижен модель, ну какая есть. Как правило, в осадном режиме, мы ее всегда будем наблюдать, в нее стрелять, да, она будет стоять вот так вот где-то, вот так. Давайте смотреть. НЛД рикошет, там всего лишь 40 миллиметров, но хороший угол приведенной брони не дает нам ее пробивать сюда. Соответственно, только по правилу 3 калибров от 100, сколько там получается, от 120 миллиметров. ВЛД те же 40 миллиметров, и тоже система пишет рикошет. Здесь мы дамага не наносим, есть только вот лючок, куда, если выцелить, можно эту штуку пробивать. 15 миллиметров, абсолютно все спокойно прошибают. Что касаемо НЛД и ВЛД, тоже только по правилу 3 калибров от 120 миллиметров пробивается эта дрянь. Вот, если у вас пушечка меньше, 100 миллиметров, 105, вы ее только краску будете царапать. Вот такая вот замечательная вещь. Так, с броней разобрались, как и кто может стрелять в стерву, тоже мы поняли. Давайте смотреть, что у нас по модулям. У нас две пушки 10-го левела. И наблюдаем. Альфа одинаковая, бронепробитие на топе выше, заряжается одинаково, ДПМ примерно одинаковая, точность одинаковая, время сведения одинаковое. Люди скажут, а в чем прикол, а какая разница-то? А разница только в одном, то что эта пушка, по сути, стоит также на СТРВ 103Б. За счет бронепробития чуть высшего, да, на голде и на основном снаряде, вот ее основные-то отличия. Касаемо рации, обязательно качайте, топовую ходовую занимать позиции тоже качайте. Там процентов 10 вам даст, а ходовую обязательно качайте. По полевой модернизации. А что нам тут нужно? Скорости поворота ходовой, облегченную ходовую. Дальше открываем огневую мощь, смотрим. Время сведения 2.83, точность дерьмо. То есть у нас и сведение дерьмо, и точность как бы хотелось побольше. Да, но у меня вот штраф, так было бы 0.34, да. Вот сведение 2.83 прям совсем неприятное. Тут интуитивно надо, не знаю, я бы вот сейчас поставил бы притирку 6 наведений, потому что 3 секунды это некомфортное время сведения. Дальше, здесь к незаметности после выстрела, и здесь от размера круга сведения, от времени заряжания. Заряжается у нас и так быстро, а вот круг сведения можно было бы еще уменьшить. Так, здесь мы будем качать, господи, мне ни то не нужно. Просто, может когда-то буду в нее рога ставить. Давайте поставим разведку. Да. Просто по оборудованию, смотрите, я в что ставлю? Досел, улучшенный прицел, вентиль. То есть не то, что полевая модернизация предлагает вторым слотом, нам особо-то не подходит. По снарядам у нас что основной, что голда, это подколы. Основной снаряд у нас летит 1500 метров в секунду. Голда с пробитием 350 летит 1450. Это просто невероятная скорость полета снаряда. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа. 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. По УВН у нас все шикарно, -1, почти кранвагона догнали. По количеству ХП тоже неплохо, 1500. По мобильности вообще все замечательно, 50 вперед, 45 назад она едет, практически так же как вперед. 16 лошадей на тонну удельная мощность. Незаметность уникальная, просто уникальная, 50%, господа.
Вот, стреляющий куз, да. По обзору вот как раз не все хорошо. 393 метра. Но у меня штраф так был бы там 420. По плюсам-минусам машины. Учитывая, что в игре часто в боях там много тяжелых танков, ПТ-САУ, где калибр от 120 мм, а мы помним нашу броню, вперед мы, конечно, прям рваться не можем. Потому что нас могут спокойно пробивать от 120 мм в легкую. Это танк такой снайперский ПТ, куз стреляющий ПТ поддержки, да. Но занимать правильные позиции и помогать раздамажить врага вы обязаны. Многие говорят, что с ТРВ, касаемо ПТ-САУ шведских, это танк настреливает только тогда, когда команда ваша союзная проигрывает. Но это не всегда так. Даже в атаке на стерве можно наливать прям много урона. У нас хорошее пробитие, у нас невероятно быстрые снаряды, у нас есть УВНы, вот, годная альфа, и, конечно, стерва очень жестко жжет, если правильно поставить на карту. Вот. Как-то так. Предлагаю уже отправляться в бой. Посмотрим, как у нас работает пневмоподвеска, да, как все это вообще происходит. Погнали. Так, господа, обзор боя с ТРВ-103-0, ПТ-САУ Швеции 9 левела. Ну что, на балкон, наверное, куда? Особо-то. Особо тут. Не на это, 2 арты, кстати. Две арты. Или не на балкон. Помочь нашим на левом фланге, наверное. Поехали, поможем. Так, пневмоподвесочку. Чё, где, кто? Не светится никто. Ну что такое? Пробитие. Броня не побрита. А сейчас побрита. Еще побрита. И еще побрита. Стоишь такой, настреливаешь потихоньку. У них БЗшка тут, да, на своих этих турбинах проехала. Так, полторашку дали. 4К. КП-то у нее поменьше, но... На те еще родну. Уедет. Нет, не уедет. Не отпустим.
Еще хорошо, 2500. Ой-ой-ой. Чарта накажет. Все, убили. Тихо, тихо. Тихо. К-90. Ушли. 2800. Ребят, 1200 план сделали. Всех перебили. Ну, блин, как бы за 68 долго он не живет, а? Как же он долго живет? Я думаю, К-91 отошла. Все. Добили, пацаны. Вон. Да, мы арту боимся. Хорошо ему газанули. Не пробили. Пробили. Еще подсветить можно? А, все, план выполнили, да? Насветили, настреляли. Хорошо. Ну, дайте 263 нам. Под свет. Вообще не светится. Вот. Засела там. Ну-ка давай чуть-чуть покажись.
Так, ну что, 4300, 5800, 5900. Это хорошо. Нам хотя бы засветить были. Не обязательно стрелять. Наш засвет. Все отлично. Нет, не наш. Ну и ладно. 5900 для 9 левела суммарного уровня чистого 4300. План выполнили по настрелу. До выполнили по насвету. Кто-то говорит, что с ТРВ техника 9-10 левела, это ПТшка настреливает, когда ваша команда проигрывает. Но вот сейчас бой, когда мы давили, я вам хочу сказать, что это не так. Если на этой машине грамотно отыгрывать, забирать позиции интересные, можно настреливать и в атаке. Вот, кстати, первое место по урону, 3 фрага. Вот вам из ТРВ. Ребят, пишите свои комментарии, у кого есть ТРВ с Т3.0 в ангаре. Какое вы используете оборудование, как в целом вам данное ПТ. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы. Ну, я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.